Люблю Россию. Я люблю Россию. Мне нравится Россия, я торчу от России. Мне нравится говорить на украинском. Я жена в магазин пошла и купила платье-вышиванку. Вместе с нашим лидером Виктором Януковичем. Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о двух персонажах, о которых всегда много вопросов там в комментариях, на стримах. И в принципе два этих супчика, они довольно-таки интересные, потому что есть очень много схожестей. И главное, что их объединяет, это колоссальная популярность в интернете. Вам будет точно интересно. Первый это Лесик Гончаренко, Алексей Гончаренко, депутат партии Порошенко «Европейская солидарность». И я хочу сказать, конечно, таких чудаков надо еще поискать, чтобы просто вот так вот из ничего вырасти в видного политического деятеля, каким он себя считает. Понятное дело, для меня это обычный политикан. Это, конечно, надо умудриться. Про таких, как он, там, Гройсман, я говорю в политике с 11 класса. Такое впечатление, если взять их биографию, что эти люди, они закончили школу, встали из школьной парты и сразу прямиком в политику. Просто Лесик Гончаренко это уникальнейший пример, когда человек себя вообще, на мой взгляд, ничего не представляет, но даже в ПАСЕ был, это очень серьезно. Конечно же, такие люди с нулевой декларацией, там почти у них ничего нету. Но мы-то с вами знаем, пресса писала, это я так, да, что подобные люди получают там, от 5 до 50 тысяч долларов зарплату кэшом в Верховной Раде. Естественно, это в конверте, и плюс за отдельное голосование, плюс за всякие политические активности. Алексей, было ли в твоей биографии на мэрских выборах, когда ты получил с 3 политических сил по 250 тысяч долларов, но не рассчитал от жадности, и по дороге домой тебе сделали гоп-стоп? Остановили машину и забрали. Только ты подумай, отвечать, это правда или ложь? Алексей. А потом будет очень интересно. Ты вообще в своем уме? Ну что ты несешь? Ну что ты несешь всю передачу? Ты говори, правда или ты нет? несешь всю передачу? Я спрашиваю, правда знаешь, или нет? на такой дебильный вопрос, иначе его назвать Ты нельзя. деньги брал? Гоп-стоп! Я взял деньги, потом был гоп-стоп. Что еще было в этой истории? брали? Был спецназ, Это конкретно. вертолет, катер. Ты, видимо, сам перепутал, где ты набрал денег. И где, и кто тебе сделал гоп-стоп. И кто тебе сделал гоп-стоп. Кроме того, Лесик Гончаренко, он же спикер, он не вылазил в мирные времена с эфиров на ТВ. Ну, уникальный проходимец, на мой взгляд. Вы лучше послушайте, как Юлия Владимировна поздравляет Игоря Валерьевича с днем рождения. Видимо, вместе с вами. Слушай, а Говорит, может, они обнимаю любят крепенько. друг друга? Они, Слушай, может, ты, культурно. ну так ты и люби ее. Ты, А знаменитом Владимир, уже звонке закрой Юлии рот, Владимировны. губы спрячь, Да, о ботокс знаменитом выйти. расследовании. Он говорит, конечно. проститутка Игорь ты Валерьевич, наша. сам ты проститутка, Троцкая, закрой ты рот уже. Рот закрой и все. Кому ты? Я Что ты тебе со мной это говоришь? сказал. Щенок. Так вот, Игорь Ну, Валерьевич, если я я ударю повторяю раз. еще раз. Вы не Так успеете вот, возбудить Игорь уголовное Валерьевич дело. у нас Щенок, почему? Но самое интересное, подобные люди меняют по 95 партий за всю свою жизнь и никчемную карьеру. И вот Лесик Гончаренко, он же вообще-то был в партии регионов. Послушайте, что он чирикал тогда. Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную Одесскую землю и на землю Украины. Я уверен, что мы это сделаем, потому что мы идем на эти выборы и на это испытание вместе с нашим лидером Виктором Януковичем. А сегодня его идеология в кавычках, конечно, это армия мова вира. Вот так вот, чего только не сделаешь когда-то и с георгиевской ленточкой, и против национализма, и всего остального. А сьогодні вже армія мова віра, і на українській мові навчився розмовляти. Понимаете, как это работает? Где бабки, там и этот человек. Именно это объединяет двух персонажей, о которых я сегодня говорю. Первый это Гончаренко, второй это будет Шарий. Потому что это удивительная история, когда максимальная беспринципность перерастает, конечно же, по логике украинских реалий в огромные деньги, в политическое влияние. Почему вообще решил об этом заговорить? Сегодня по всем СМИ разлетелась новость, что СБУ взяла на взятки сестру Гончаренко и ее мужа. Размер взятки 129 миллионов гривен. Невероятные деньги. Для того, чтобы такие деньги, вот меня сейчас будут смотреть предприниматели, для того, чтобы заработать такие деньги, вы прекрасно понимаете, что нужно сделать и сколько лет нужно заниматься серьезным бизнесом, какую махину нужно построить, особенно если мы говорим про Украину. Для чего такие люди идут в политику? Ведь, в принципе, нормальные люди идут куда-то работать, в частный сектор, бизнес открывают.
Но такие, как Гончаренко, они идут прямиком в политику, потому что они прекрасно знают, что настоящие бабки именно там. И, в принципе, не надо особо напрягаться. Достаточно быть просто человеком, который может утром проснуться, посмотреть на себя в зеркало, и абсолютно ему все равно, что он говорил вчера, что он говорил сегодня. Это своего рода такое актерство, но с просто зашкаливающим уровнем цинизма. Нет никакой идеи, но Гончаренко уже сейчас можно назвать, ему, если я не ошибаюсь, 42 года, его можно назвать опытным политиком. Самое главное для таких людей это верно служить хозяину. И самое вот для меня непонятное, а для чего вы вообще задаете мне о нем вопросы на стриме, для чего вы меня о нем спрашиваете в комментариях? И понимаете, меня больше всего что поражает, как такие люди набирают там миллион подписчиков и миллионные просмотры. Что такого ценного говорит этот человек? Да, он вкладывает большие деньги в это, я не спорю, но там же есть доля людей, которые ты заплатил, ты рекламой зацепил, там, разместил по пабликам, вся вот это медиасообщество ЕС, все грамотно технологии сделали, но потом же люди реально сидят и реально смотрят. Но там же не только ботафермы, там есть реальные люди. И не только порохоботы, а вот просто не считают нужным смотреть Гончаренко. А вот мне рассказали, или на заборе прочитал, или приснилось, я сейчас точно не вспомню, если честно. Вот Стефанчук недавно выступал о том, что когда Путин атаковал Украину 24 числа, я уже это рассказывал, но может кто-то не слышал. Депутаты для того, чтобы не собираться экстренно в Верховной Раде, потому что был высокий риск ракетного удара, это потом уже оказалось, что Путин не собирается никого убивать, имею в виду из высшего политического руководства Украины. Они хотели собраться в Родина-Мать. И, опять-таки, вот не помню точно где, или приснилось, или на заборе прочитал, что Гончаренко достал телефон и начал стримить 24 числа, и там благополучно слила информацию о том, куда направляются народные депутаты и где будут проводить экстренное заседание. После чего Стефанчук, как глава Верховной Рады, принял решение, уже раз такая ситуация, проводить в стенах Верховной Рады. Это чистый хайп, и такие люди, кому война, кому мать родная, хайп, на войне хайп, хайпажоры в самом негативном смысле этого слова. Я никогда не буду подобным заниматься, меня не интересует такого рода популярность, конечно, мне нужна популярность, мне нужно влияние, мне нужна аудитория, но я не хочу таким способом ее добывать. Потому что мне мерзко смотреть на лицо Гончаренко, ему, наверное, себя нормально, не наверное, а 100%. А вот как вам, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, еще раз говорю, меня такое положение дел просто удручает. Мы так новую Украину не построим, если вы будете смотреть таких чудиков. Дальше его, я бы сказал, соратник, но они как бы вроде как в медиапространстве враждовали. А почему враждовали? Не потому, что у них разная идеология, разные кошельки. Вот в чем все дело. Анатолий Шарий весь свой канал построил на такой тупой критике, хотя там было много, я много не видел, но нарезки где-то попадались, высококачественных репортажей, у него там группа журналистов работала. И с точки зрения журналистики это все было сделано ничего. Но с точки зрения журналистских стандартов и с точки зрения того, как преподносится информация, то есть этот человек, просто являясь украинцем, да, получил политическое убежище, там свои истории, являясь украинцем, поливал собственную родину, именно страну и людей, на чем свет стоит. У него был враг номер один Порошенко, сейчас не знаю, кто враг номер один, Зеленский или кто, но тогда все было по-серьезному, и Порошенко уже не знал, что с ним делать тогда. Юридически ничего сделать не получилось, по закону ничего не получилось, и даже сейчас Шарию удается выходить сухим из воды, хотя с большими финансовыми потерями, я сейчас об этом расскажу. Так вот он рассказывал, что и Бук сбил Боинг украинский, и во всем виновата Украина, и как не возникает какая-то просто удручающая ситуация по поводу России, уже на которую просто на голову не налазит эта мерзость этих поступков, преступлений международных вообще против человечества. Тут же появляется череда роликов по 4, по 3, по 2 ролика в день от Шария с оправданием, что Россия это хорошо, Украина это плохо. Но сейчас ситуация кардинально поменялась. Должен упомянуть, тоже рассказывал, 24 числа, когда Путин атаковал Украину, Шарий сразу же запускает запланированный, естественно, стрим. И на этом стриме шпилит, кто где взрывы, где атаковало. И я так думаю, я подозреваю, это, конечно, не точно, сидели ФСБшники, ГРУшники и, конечно же, прекрасно эту информацию использовали для того, чтобы навредить Украине в военном смысле слова. Вот для чего даже такие технологии, они играют роль. Я этот случай расскажу уже, наверное, раз 4 или 5, но я хочу вам просто на этом примере очень ярком показать, как, казалось бы, вот что YouTube. Вот YouTube даже на войне используется. И если бы ВСУ не переломило ход этой войны, Шарий дальше бы поливал Украину.
И, возможно, бы уже даже курировал какую-то область, был бы главой военной администрации со стороны России, где-то ходил триколоры, ставил и был там, или не знаю, или возглавил бы тут вообще, как Соловьев на территории России, он на территории Украины бы возглавил вот эту вот пропаганду всю. Но не так сталося, як гадалося. Все развернулось совершенно в другую сторону. И что я вижу? Скроллил как-то стримы на ТикТоке, натыкаюсь, смотрю, Толя Шарий стримит. Один день, два, а потом я смотрю, а он оказывается почти каждый день в эфире. И что он делает? Он фишка включает как бы кого-то из зрителей в видео и начинает с ним дискутировать. И поскольку он перекрасился, это всегда самое страшное, это перекраситься. Он перекрасился, он попал под хейт уже со стороны России, отвалилась часть аудитории, вижу на ютубе, специально проверил, на ютубе он стримы уже не проводит давным-давно, перешел в ТикТок, не знаю, с чем это связано, с тем, что ему сняла монетизацию YouTube, подозреваю, да, или он решил, может, новой аудитории через ТикТок обрастать, ну, в медиа он как раз соображает. И вот он там шпилит. Кстати говоря, если меня смотрят его сторонники, если можно так выразиться, или ты, Толя, посмотришь, я тебя вызываю на дебаты, давай подискутируем. Можем в ТикТоке я запишу, выложу в YouTube, можем в Ютубе напрямую. И ты можешь парировать, можешь все что угодно сказать в ответ. А сейчас я вам покажу подборку видео, не мной созданную. Ну просто на блюдечке преподношу информацию. И еще раз говорю, этот уровень цинизма мне противно, и вам будет противно, но все-таки послушайте нарезку, как Толя переобулся. Ну тяжело сейчас гордиться тем, что ты украинец. Но это то же самое, что я гражданин нацистской Германии, к примеру. Ну если мое государство ведет себя как государство, ну как мне можно гордиться вот этим вот? Я начинаю гордиться тем, что я просто имею принадлежность даже к этому государству. Почему я должен без уважения относиться к Соловьеву? Я просто не вывожу то, что я смотрю на федеральных каналах. Я смотрю их, чтобы моя злость не проходила. Я смотрю их, чтобы меня подрывало. Я люблю Россию. Я люблю Россию. Мне нравится Россия, я торчу от России. Мне нравится говорить на украинском. Я жена в магазин пошла и купила платье-вышиванку. Вот так вот украинский флаг вышит. Ну, конечно, я бы хотел пообщаться. Ну, просто вот запечатлеть себя в истории, что я общался с Путиным. Да, класс. Не буду этого скрывать. Я защищаю украинцев, да. Я бы был сейчас там, я бы не убивал вас, нет. Но я однозначно помогал бы. Однозначно помогал бы ВСУ тем же самым по месту. Вы говорите, переобулись, еще что-то. Это ложь. Но людей по-прежнему интересует Шарий. И у него даже партия была. Партия, какая бы там и как бы там ни было, а это уже серьезно. Да, с ней боролись власти, но это уже серьезный инструмент влияния. Да, вливались деньги извне, я думаю, я подозреваю, со стороны Российской Федерации, естественно. Как-то так подозрительно получилось. У Медведчука проблемы, тут же у Шария проблемы. И явно просматривается, что у Толи сейчас с деньгами не так рекой текут, как раньше. Приходится напрягаться, приходится креативить. И я думаю, эта ситуация будет только усугубляться. У него веб-сайт свой. И вот повторюсь по поводу партии, это надо было так умудриться, вообще там себя эти статуэтки Сталина ставил, это у них такая, у всех таких, кто топил за русский мир, у них такая штука, у них дикая любовь к Сталину, они культивировали Сталина, вызывает вообще двойное отвращение. Честно, когда смотришь вот таких людей, блевать хочется. Но что мы сейчас, я хочу на чем сконцентрироваться, что мы сейчас видим в сухом остатке. Партии, ясно, нету и не будет, Толя переобулся. И какой сейчас план у Толи? Он так пляшет, в принципе, как и делает Гордон в подобных ситуациях. То у Гордона там Ермак, худший на свете агент ФСБ. На сегодняшний день Ермак просто величайший из великих, суперменеджер, тянет на себе всю Украину. Президент внутри Украины уже Ермак. Ну, я, в принципе, это подтверждаю, но Гордон это выставляет как большое достижение лично Ермака. И Шарий уже играет на таком поле, что вроде как уже можно бабки, чтобы бабки пришли уже со стороны Украины. А я думаю, в принципе, Петро недалеко от него ушел. И если Петро себя окружил такими, как Гончаренко, и реально таких полезных идиотов содержит за огромнейшие деньги, то вполне Петро может помириться даже с Шарием, и Петро не побрезгует ничем, запомните, ничем в борьбе с Зеленским, вернее так даже скажем, не в борьбе с Зеленским. Петро такой человек, если завтра Петро побеждает Зеленского, он о нем забудет на второй день. Я даже не уверен, что он будет счеты сводить, хотя я знаю, что он мстительный. Но я думаю, он забудет. Ему булава и власть. Вот если он возьмет власть, он уже... Все, ему все равно. А чтобы эту власть взять, я повторяюсь, могут быть любые финты. И Шарий
поскольку как бы, ну, уже можно с натяжкой назвать, что это его бизнес, поскольку деньги приносит, работу надо выполнять, бизнес. Вот его такой бизнес, как и Гордона, найти, это, точка сидения определяет точку зрения, денежный ручеек, и погнали все вот так. Если вы с чем-то не согласны, прошу еще раз, напишите в комментариях. Мне даже интересно, какие у вас будут контраргументы. Повторяю, Толя, есть контраргументы, хочешь подискутировать? Давай, выходим, пожалуйста. Я не Петро, будет нормальный разговор. Я даже сейчас, еще когда в те времена, мне было бы противно. Сегодня ты переобулся, ты на українській мові навіть розмовляєш у тіктоці на стрімах. Ну вообще, можем навіть на українській мові провести стрім. И вот на примере сейчас этих двух, поскольку много вопросов и поскольку есть медиаповод, Гончаренко, Шарий, там таких есть еще подобных персонажей, но совсем другого калибра, помельче. И я вот задаюсь вопросом, у этих людей миллионные подписчики. Да, это было не быстро, но это было стремительно. Миллионные подписчики, миллионные просмотры. А что там интересного, что там ценного? Ни один из этих персонажей вам никакие идеи, философию, видение не рассказал. То есть за что этот человек сражается? То есть медиакиллерство, просто кого-то растерзать медийно. Но для меня это не кошерно. Дубинский доигрался с такой ситуацией. Эти уже на грани. Есть элитные медиа-эскортники, эскортницы, там Гордон, Влащенко. Там сейчас новые появляются, менее талантливые, но может быть все еще впереди. Главное вовремя деньгами подтопить. Но когда я вам скажу, когда нет совсем никакого таланта, то даже никакие бабки не помогут. Это чисто мое наблюдение. Так вот, пока людей не будут интересовать реальные взгляды их там лидера общественного мнения, то есть как бы их фаворита в медийном пространстве или их политика, которая им нравится, мы далеко не уедем. Я прошу, давайте уходить от этого, он мне нравится, а почему он тебе нравится? Да вот интересно рассказывает, этого мало. Этого мало. И нельзя ставить в один ряд, что если вы включаете одного человека на ютубе, он, как бы, там, скажем так, как вы любите говорить, хотя я так не считаю, критикует Зеленского или критикует власть, значит все, кто критикует власть, это уже как бы в одном русле. Не так. Нужно, когда ты критикуешь, ты должен давать альтернативное предложение. И не просто ляпнуть, потому что ты это где-то вычитал, а аргументировать это и показать людям, что ты в материале, что ты в теме. А идея, я вот тот плохой, этот хороший, или я хороший, я приду в власть, я посажу, я к стенке поставлю, расстреляю. Это не годится, это не работает. Но и тут полбеды. А вот когда пахнет сепаратизмом, это нехорошо. Не люблю политических проституток. Жду ваше мнение в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, это очень важно.